Привет, друзья! Рада видеть вас на канале Фитнес Онлайн. Меня зовут Шевченко Наталья, я профессиональный физиотерапевт в области детской реабилитации с опытом работы более 15 лет. В этом видео я вам дам упражнение «Вакуум», мы детально его разберем и проработаем биомеханику выполнения этого упражнения. Поставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Упражнение «Вакуум» достаточно популярное сейчас. Давайте разберем с вами, насколько оно эффективное и как правильно его выполнять. Для этого разберемся, какие мышцы работают при выполнении данного упражнения. Прямая мышца живота. Находится она вот здесь, крепится к верхним ребрам и к тазовым костям. Ее волокна расположены вертикально, и когда волокна этой мышцы сокращаются, то с телом происходит следующее – складывание. То есть верхние ребра притягиваются к тазовым костям. Если мы срежем эту мышцу, то под ней есть поперечная мышца живота. Она также крепится к нижним ребрам, к тазовым костям и обволакивает наш корпус, вот как корсет. Но ее волокна находятся вот так вот, горизонтально, и они находятся перпендикулярно волокнам прямой мышцы живота. И когда волокна поперечной мышцы живота, вот так вот они находятся, сокращаются, что происходит с телом? Вот следующее. То есть как бы утягивается талия. И при упражнении вакуум нам нужно работать именно с поперечной мышцей живота. Чтобы ощутить работу поперечной мышцы живота, мы начнем со следующего действия. Сделаем хороший вдох через нос. И при этом вы представляете, что вы набираете воздух, и весь воздух уходит в животик, и животик надувается. Я покажу боком. Еще раз. Вдох. Надули хорошенько живот. При этом не просто его вывалили за счет прогиба поясницы. Поясница у нас остается неподвижно, стабильно. А хорошенько надуваем. Вдох. На выдохе мы животик сдуваем. Выдох. Еще вдох и выдох. И вот здесь будет работать именно поперечная мышца живота. Встаньте перед зеркалом и проследите, чтобы ваш животик при надувании был вот таким полукруглым. И при сдувании дуга тоже была полукруглая. Если у вас живот втягивается только в верхней части, вот тут пал животик, а тут остался выдутый, значит вы работаете только диафрагмой. Диафрагма – это мышца, отвечающая за дыхание. Вот здесь она находится. Вы ей пользуетесь постоянно каждый день. Она у вас активная, крепкая, сильная мышца. И когда вы даете команду мозгу втянуть живот, скорее всего сработает диафрагма. То есть напряжется диафрагма и втянет ваш животик. И при этом поперечная мышца живота практически не сработает. А вам нужно осознанно сработать именно поперечной мышцей живота. Стали перед зеркалом, сделали вдох, надули животик. На выдохе втягиваем животик так, чтобы вот от лобковой кости до ребер была вот такая впадина. Важно вот здесь вот втянуть живот. Большинству людей удобно делать это вот в таком положении, упершись на бедра. На вдохе вывалить животик, выдох, его максимально втянуть и сделать такую впадину. Для начала помогайте себе ручками. Делаем таких 8 повторений, чтобы почувствовать мышцу, и даем отдыхать. Если вы качаете пресс, точнее укрепляете прямую мышцу живота, вы можете делать это длительный период, полгода, год, чтобы почувствовать свои кубики. Когда мышца окрепнет, она будет долго держать свой тонус. Вы можете год не качать пресс, но при этом ваши кубики будут еще плотные. С поперечной мышцей живота история совершенно обратная. Она очень быстро устает, но быстро приходит в тонус. То есть, если вы начали заниматься активно каждый день, буквально по 3-5 минут, то вы сразу почувствуете эффект. Но при этом, если вы только забросили упражнение вакуум, то буквально через неделю ваш тонус уже упал,
и вы не чувствуете результат. Поэтому работаем каждый день, но понемногу. Когда вы освоили это упражнение, переходим к более сложному варианту. На вдохе мы надуваем живот, максимально его надули. На выдохе мы максимально его втягиваем в себя и удерживаем 8 секунд дыхание. Не дышим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и после этого отпускаем. Показываю еще раз. Хороший вдох, через носик надули живот. На выдохе втянули живот в себя. И через 8 секунд отпустили. Повторяем 8 раз, не больше. После этого только даем отдохнуть. Если вы сделали 8 раз это упражнение и оно вам дается легко, то вы должны понимать, что вы можете переходить уже к более сложному этапу. Для этого мы сокращаем периоды между повторениями. Мы сделали первое упражнение, не отдыхаем и сразу переходим ко второму упражнению. Как это выглядит? Делаем вдох, надули живот. На выдохе мы его втянули и держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпустили, и это уже вдох второго повторения. На выдохе снова втянули 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпустили. Показываю еще раз. Вдох, выдох. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Выдох. Держим 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И так мы делаем 8 раз беспрерывно. Когда и это усложнение вам удалось, мы идем дальше. Следующее называется помпа. Делаем все то же самое, но при втягивании живота мы делаем хлесткие выбросы животом. Выглядит следующим образом. Вдох, выдох, втянули живот и делаем помпу. Отпускаем, пару секундочек отдыхаем и повторяем 8 раз. Опять же, если упражнение дается легко, мы делаем это без перерыва, один за вторым до 8 повторений. Переходим к следующему усложнению. К упражнению вакуум мы добавим наклон таза вперед и назад. Как это выглядит? Делаем хороший вдох, надуваем живот, выдох, втянули животик, сделали вакуум и, удерживая поперечную мышцу живота, делаем наклон таза вперед, назад, вперед, назад. При этом пупок максимально приближен к пояснице. 8 секунд сделали, задерживая дыхание, отпустили. Покажу еще раз боком. Вдох, выдох, удерживаем дыхание и совершаем наклон таза. Отпускаем. Сделали таких 8 повторений и переходим к следующему усложнению. При вакууме мы делаем наклон таза вправо-влево. При этом у нас будет работать косые мышцы живота, то есть мы будем стараться тазовые кости подтянуть к ребрам в одну сторону и в вторую. Вдох, выдох, вакуум, не дышим, удерживая поперечную мышцу живота, наклон таза вправо и влево. Отпускаем. Таких 8 повторений. Следующее упражнение все то же самое, только тазом мы будем совершать круговые вращательные движения. Выглядит следующим образом. Вдох, выдох, вакуум и круг тазом в любую сторону. Дышим свободно и делаем все то же самое, только вращаем тазом в другую сторону. Вдох, надули животик, выдох, втянули в себя, удерживая поперечную мышцу живота. Вращаем таз 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отпускаем. И последнее упражнение. Ставим ножки немножко шире. Делаем хороший вдох.
При этом на вдохе мы слегка подсаживаемся, но с идеально ровной спиной, так низко, насколько ваша спинка может быть ровной. На выдохе мы делаем вакуум в таком положении, втянули в себя, удерживая поперечную мышцу живота, мы поднимаемся наверх. На 8 счетов: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. При подъеме вы можете помогать себе, отталкиваясь ладонями от бедер. Показываю еще раз. Вдох, выдох в себя и поднимаемся наверх. 8, 3, 2, 1. Достаточно. Уверена, что это видео было полезным для вас. А если вы хотите узнать больше интересной информации или стать инструктором ЛФК, переходи на сайт по ссылке ниже в описании. Там уже есть мой авторский курс, в котором много полезной и интересной информации. Обязательно ставь лайк и не забудь подписаться. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на наш канал и обязательно нажмите на колокольчик. Так вы будете получать оповещения о новых роликах, вышедших на нашем канале.